Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваше внимание, за ваши лайки, подписки и комментарии. Спасибо вам. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Сама себе психолог. Посмотрите эти видео, пожалуйста, в первую очередь, если вы чувствуете, что запутались. Там лежат готовые рецепты, как общаться с токсичными людьми, как пережить кризис и выйти из него королевишной. Итак, ну а тема сегодняшнего расклада – твой образ в женских глазах. Ты – вдохновение для женщин, угроза или, может быть, объект для подражания. Что они считывают, женщины, в тебе за долю секунды? Мужчины влюбляются в образ, но женщины видят суть. Твой успех, твоя манера держаться или даже то, как ты молчишь, вызывает у других женщин целую гамму чувств. От немого восторга до жгучего желания найти в тебе какой-то изъян. Ох уж эти женщины, да? Итак, сегодня мы узнаем, девочки, из расклада, как тебя чаще всего воспринимают женщины. Лидер, вдохновение, конкурент, нейтральная фигура. Что ты вызываешь? Уважение, восхищение, сравнение, напряжение. Посмотрим еще вашу сильную сторону. Какая ваша черта становится центром внимания в женской среде? Итак, начинаем. Как же чаще всего вас воспринимают женщины? Как лидера, как вдохновение, конкурент, нейтральная особа. Сразу первая же карта вышла у меня, карта Муза. Яркая, харизматичная. Тут вдохновение. Женщина, которая энергетически наполненная. И она этой энергетикой своей заряжает все вокруг. Оптимизмом. Я не удивлюсь, если рядом с вами очень комфортно. И многие хотят рядом с вами быть. Может быть, вы умеете, не знаю, даже в какой-то очень тяжелой ситуации, где другие там будут волосы на себе рвать, а вы можете как-то перевести все в шутку, может быть, даже какую-то ссору сгладить, при этом не теряя самой себя, не обесценивая себя, даже кайфуя от того, что вот вы выступаете, может быть, отчасти в роли этого какого-то миротворца. Я не считываю тут жертвенности никакой с вашей стороны. Вы искренне хотите, может быть, приносить радость людям, вообще всему человечеству. При этом от этого кайфуете. Давайте так. Вас видят довольно-таки сильной конкуренткой. Почему? Я вам хочу сказать. Потому что это женщина, которая знает нюансы, все эти женские штучки, как лучше себя преподнести, всякие нюансики, да, на что сделать акцент во внешности, что подчеркнуть, что закамуфлировать. Знаете, вы также считываете женщин, вы видите их, понимаете. Опять-таки, особо я не могу сказать, что вы тут наивная. При всем при этом вас видят, знаете, как воспринимают вдохновение, красивая, яркая, веселая, общительная, энергетически наполненная женщина. Но тут же идет сразу следующая карта, белая ворона. Белая ворона, это говорит о том, что вполне возможно, вот вы так себя транслируете, ну вы такая есть вот изначально, да, вот райская эта птичка, но при этом у вас есть глубина. Может быть, ваши какие-то там хобби, увлечения, ваше мировоззрение, может быть, даже вы довольно дружелюбны, миролюбивы, но при этом что-то личное, то, что вы считаете там действительно чем-то очень личным, вы этим не делитесь. И не стремитесь там на людей вываливать воз и маленькую тележку, там своих нюансов какой-то своей там личной жизни, может быть, нюансы там несчастьях каких-то.
тут даже не сколь это как отчасти, да, как штрих какой-то. Тут, в принципе, вас видят женщины, вот какая-то нестандартная, не такая, как все. Это женщины вас такой видят. По белой вороне, опять-таки, может быть, какие-то ваши умозаключения, хобби, видение взаимоотношений, скорее всего, тут тоже взаимоотношений между, людьми, в коллективе. Я не удивлюсь, если вы тут карта вот защита, вы защищаетесь, и тут карта барышни, которая сидит на этой жердочке, рядом ее окружают вороны. А эти вороны это как ваше, может быть, самое там даже ближайшее в коллективе какое-то окружение. Скажем так, они взлетят в любой момент, приземлятся где-то, докаркаются, договорятся. Они усвоили, как вам сказать, условия проживания там в этом коллективе, сосуществования. А вы в любой момент можете шандарахнуться вниз. Это как такой нюансик. Это история о том, что несмотря на то, что вы тут не очень устойчиво, как бы себя не очень уверенно даже можете чувствовать рядом с какими-то вот этими воронами, это женщины рядом с ними, при этом вы остаетесь верны себе, при этом у вас вполне возможно совершенно другой путь, своя там дорога, видение взаимоотношений, опять-таки. Я думаю, вы их отстаиваете, эти, свои какие-то принципы, может быть, принципы. Опять-таки, как вас сразу вот чаще всего воспринимают женщины вас воспринимают еще женщина, которая много испытала в любви, во взаимоотношениях, уже, может быть, не первый раз замужем, и в прямом, и в переносном смысле. Женщина, которая, может быть, в жизни, в личной жизни, там, где-то даже пострадала от взаимоотношений с мужчиной. То есть в вашей жизни там, может быть, и любовь была, и страсти тут какие-то кипели, и предательство, и для вас это было тут как гром среди ясного неба, какие-то были тут для вас эти инсайты, озарения. Вас особо ничем не удивишь, вы очень опытная. При этом женщина, которая не просто получает вот эти вот какие-то там знания, потрясения, опыт получает, но вы потом еще применяете его. И знаете, еще такой нюанс, сколько бы вы тут в жизни не настрадались, сколько бы не было там каких-то болезненных ситуаций, неприятностей, мягко говоря, предательств, вас все равно видят женщиной по карте ангел и нежность. Если вы кого-то любите, кому-то нежно привязаны, то вы всю свою душу отдаете, все свое сердечко. Вы умеете любить, вы умеете быть благодарной, вы умеете заботиться. Для вас это норма. Вот вас видят такой женщина, которая очень нежная, ласковая, заботливая, тут женственная, в хорошем, в таком классном смысле. Знаете, вот, какие-то качества такие, которые многие в женщинах ценят. И которых на самом деле, не часто ты встретишь. Я лично редко встречаю, вот так вот общаюсь с женщинами, там, какую-то там нежность, заботу, какие-то проявления. Я не имею в виду в сторону своих близких. В сторону своих близких это нормально, а в сторону даже вот там абсолютно, может быть, чужих каких-то людей, даже в коллективе, вот, это не часто встречается на самом деле. Ладно, а у вас это есть, и они это видят. Как-то так мне. Вот так подсветили. Еще, девочки, вот такой нюанс. Тут вот этот павлин и озарение. Скорее всего, женщина, которая уже очень хорошо разбирается в мужской психологии. Во всех вот этих каких-то мужских, по павлину, знаете, как это мужчина самовлюбленный какой-то там в короне. Он может быть очень интересный, ресурсный, внешне привлекательный, но даже не в этом дело. Это мужчина, который любит себя в искусстве, который в первую очередь там свои все потребности, желания он закрывает, а потребности женщины, которая рядом с ним, это уже вторично там, или уже не знаю, по остаточному какому-то принципу. То вас видят женщина, которая умеет с такими мужчинами, знаете, как не то, что там выстраивать диалог, на место даже ставить, вот эту корону как-то лопатой избивать или чем еще там тяжелым. Вас видят женщина, которая
уже с опытом и умеет этому всему противостоять. Может быть, даже каким-то манипуляциям, но может быть даже вот этим какие-то, знаете, вот по такому типажу. Вот встретишь мужчину, вот какой-то, может быть, пыль в глаза пытается пустить, ну, понты какие-то гонять, да, или, извините, жаргонизм, но по-другому не скажешь. И вас видят женщины, которая уже не ведется на это все. Ну, вот как-то так, девочки. Так мне показали, так мне подсветили. Подпишись на канал и поставь лайк. Следующее смотрим, что вы вызываете у женщин, да? Уважение, восхищение, сравнение, напряжение. Но я вам хочу сказать, у вас все вместе. Сейчас посмотрим, что, может быть, в первую очередь они как-то, какую реакцию дают на вас. Ух ты, разбитое сердце, страсть, дьявол. Вау. Восхищение, сравнение, напряжение. Ну вот, вышла в конце ведьмоведающая. Считывается первое, хочу сказать, как-то мне так прям странно. Вас ведет сильная конкурентка, кстати, по дьяволу женщина, которая, если ей нужно, если ей только нужно, она знает все какие-то нюансы, как найти подход к мужчине. Может быть, даже, кстати, я не удивлюсь, сколько бы вам ни было лет, вас считают женщиной, которая какие-то как нюансы, но опять как психологию мужскую знает. Некоторые вас тут считают прям такой сексуально... давайте не буду говорить, что тут активная, неактивная, хотя тут такие есть карты. Тут темперамент, тут карта дьявол. Тут другой нюанс, скорее грамотный. Ну, опытная, не знаю, как это прозвучит, девочки. Может, для кого-то это не сильно будет красиво и корректно. Ну, скажем так, женщина, которая разбирается в нюансах каких-то взаимоотношений между мужчиной и женщиной, приняла себя свою где-то, даже не знаю, природу. Кстати, тут ведьма ведающая. Вам комфортно с самой собой. Тут карта одиночества, карта ведьма. У вас настолько много каких-то знаний, что, скорее всего, вам даже бывает скучно общаться с какими-то, знаете, вот поверхностными, пустыми людьми. Вам жаль своего времени. Если многие там теряют время на какие-то там, уже не знаю, сплетни, обсасывание каких-то новостей, разговоры ни о чем, дабы просто заполнить вот эту вот какую-то тишину, то вы вполне возможно вот та женщина, которая очень ценит свое время, и вы не хотите, дабы вам вот этот вот какой-то мусор в голову там вливали, да, скорее всего, вы лучше там, может быть, книгу какую-то прочтете там, или аудиокнигу прослушаете, или будете ту информацию как будто набирать, собирать, получать, которая вам интересна. Ну, вот тут такая самодостаточная женщина. То есть вы вызываете... Тут уважение есть, но тут первое идет и сравнение. Вас сравнивают, вернее, себя с вами сравнивают. И вас отчасти многие, я уже не знаю почему, как угрозу даже. Угрозу в плане, если не приведи Господи, там один какой-то мужчина понравится вам и, допустим, какой-то еще женщине, то тут многие женщины сразу говорят, если она, ну, если он ей нужен будет, этот мужчина, многие женщины думают, а у меня шансов будет немного. Не знаю, вас такой видят. А при этом, знаете, еще какой нюанс? При всем при том, что видят вашу вот эту сексуальность, харизму, я бы вот так вот сказала, женственность, сексуальность, да, харизма, но при этом видят вас, ваши моральные качества, как будто бы вы уже очень много в жизни испытали, прошли, и вы понимаете ценность, может быть, хорошим
дружеским взаимоотношениям. Вас видят женщина, которая не пойдет просто ради, знаете, вот ради того, чтобы самоутвердиться, да, где-то там будет флиртовать с там, мужем подруги, да, или вообще в принципе с каким-то там женатым мужчиной. Просто ради того, чтобы вот по приколу где-то по самоутверждаться. А таких женщин очень много. Но вот вас видят женщина, которая, может быть, даже в свое время где-то пострадала от таких взаимоотношений. Может быть, женщина, которая, повторюсь, уже не первый раз замужем. И они вот при том, что видят, насколько вы тут интересны для мужчин, они знают о вашей осознанности, действительно о вашей где-то серьезности, о том, что вы ни в коем случае не хотите ранить никого, боль принести. Вот это они тоже считывают. То есть тут уважение, тут первое идет и восхищение. И если вас плохо знают сразу, то я не удивлюсь, если тут женщина мимо вас проходит, если с мужем, то она так его за локоток ближе к себе может притянуть. Если вы мне сейчас напишите, там, мне там 89 лет, да, какие мужчины? Ну уж я не знаю, какие мужчины, девочки. Может быть, вы там проходите где-то, а там дама бальзаковского возраста, 89+, вот такого же к себе ближе и притягивает, так как этот, может быть, выглядывается в вас. Ну, я утрирую, я прикалываюсь, но, девочки, что мне показывают, то я и читаю. Необычно мне, да, в принципе, понятно. Так, сравнение 100%, напряжение тут прямо сразу есть, идет такое. Как-то так. Так, и что тут еще? Тут карта дом, одиночество. Кстати, могут, реакция еще, могут подозревать, что вы не особо счастливы дома. Угу. Вот в доме, там, если у вас мужчина есть, да, взаимоотношения какие-то. Тут еще такой нюанс, как будто бы не особо счастливы. Но при этом они, знают, понимают, что вы особо тоже делиться этим не будете. Пускать их на свою территорию, тут личным делиться. И, скажем так, вы всегда найдете себе чем заняться. Вот найдете на 5-ю точку приключений, да. Но я шучу, нет, тут женщина очень самодостаточна. Она четко знает, вот, что не стоит время терять на какие-то, может быть, маразматические разговоры. Это просто как теряешь свою энергию, свое время. И, кстати, многие могут вам даже обращаться за советом. Карта ведьма ведущая. Но другое дело, если знают, что вы увлекаетесь эзотерикой, психологией, то тоже такие могут специфические вопросы, да, задавать вам. Восхищение есть, интерес есть к вам. И опять-таки карты говорят о том, что идеально, как белая ворона, не такая, как Ксения, обычная. То есть тут, девочки, подведем итоги. Сразу идет напряжение какое-то, сравнивание, 100% уважение, восхищение идет. Да, все это тут присутствует. Давайте, мне прям интересно, посмотрим. Сильная сторона вашего образа. Какая же ваша черта становится центром внимания в женской среде? У вас тут, знаете, как говорят, у каждой женщины есть изюминка, а вы тут сплошной изюм. Мне кажется, знаете, как это булочки с изюмом, а у вас, скорее всего, это изюмный какой-то пирожок. Вы прям один изюм. Столько всего. Ладно, посмотрим. Сильная сторона образа. Какая твоя черта становится центром внимания в женской среде? И зачем нам этот принц? Дети, звезда. Очень интересно. Все люди как люди, а вы звезда. И вот опять у меня выходит вот эта карта. Темперамент, страсть. Такая штучка, хотел сказать, как это, знойная, горячая штучка. Но тут что-то, сейчас я буду... В чем это? Центр внимания в женской среде. Уточню. Верность это в плане семейной? Нет.
Верность это в плане взаимоотношений в общем. Да о чем верность? Паутина. Смерть. Интересные карты. Так. Центр внимания в женской среде. При том, что вас изначально же, я там это озвучила, считывают как красивой, женственной, сексуальной, привлекательной. Но при этом, кстати, вас видят женщина, которая может это все вот такое вот какое-то производить впечатление на мужчин, но она этим не злоупотребляет. Вы можете тут дружить именно вот с какими-то мужчинами, очень ресурсными. Даже если они на вас там обращают внимание, а женщины видят вас со временем, может быть, не сразу там, чуть-чуть там пообщавшись, они начинают вам доверять, они видят вас и довольно-таки искренней. Искренне. Вот карта «Друзья» — это вы внутри как ребенок. Вот ваш внутренний ребенок тут вовсю раскрывается. Очень искренне вас видят. Женщина, которая умеет дружить, умеет поддерживать, умеет дарить вот эти эмоции какие-то. И вы, кстати, даже с мужчинами можете вот быть вот такой искренной и не переходить вот эту черту. Там, ну, вы поняли, там флирт какой-то, с перспективой на что-то, да, какие-то там, опять-таки, намеки, вот эти флюиды какие-то. Вы как будто бы вот умеете вот четко границу, ну, не знаю, как это, разделять, да. Это, допустим, чужой мужчина, да, я могу быть с ним искренне, все, но при этом я не буду флиртовать, мне это не нужно. Вот так даже. И вот это вот, кстати, вызывает уважение у женщин. Опять-таки, такое ощущение, что женщина самодостаточная, и вам не нужно самоутверждаться, вот эти дешевые какие-то понты гонять, ну, как-то так мне вас подсвечивают. При этом по карте звезда вы, вот опять это отчасти как белая ворона, знаете, вы можете быть, правда, очень искренне во взаимоотношениях, дружить, но при этом у вас внутри огромный потенциал, и вы знаете об этом. И опять-таки, вам, может быть, на время по пути, там общаетесь с одними, со вторыми женщинами, это может быть коллектив какой-то, но у вас у самой идет это вот какое-то призвание, видение себя, своей роли какой-то, уж не знаю, там. Вот, другими словами, вам хотелось бы в этой жизни вот оставить какой-то след. Ну, не наследить, там, грязные следы не оставить, а оставить какой-то, может быть, след, не знаю, может, добрый след какой-то. Так, ладно. Звезда. Но звезда — это интеллект, звезда — это, опять-таки, миссия, предназначение, это видение себя, вот, опять-таки, может быть, какие-то там таланты, способности, это все сюда. Необычные какие-то таланты, те, которые особо, может быть, даже, ну, знаете, интересно с вами. Это прям, я вспоминаю, как вот тут в мультике Шрек, да, луковица, и Шрек говорил, мы эти, кто он там, чудище, юдище, он говорит, мы многослойны. Вот, много этих слоев. Вот ты снимаешь один, как будто бы, как в луковице, этот шар, слой, а под ним еще новый. С вами интересно, с вами необычно. Ну, мне так подсвечивает. Так, давайте дальше. При этом очень яркая, темпераментная. Это, кстати, темперамент, он может не обязательно там в взаимоотношениях с мужчинами, а вообще вот такой живчик, как батарейка. Веселая, общительная, энергия ваша вот тут как бьет ключом. Но при этом умеете защищаться от каких-то токсичных, опять-таки, если тут вот мужчины какие-то пытаются перейти какую-то черту, да, вовлечь вас в какие-то сексуальные там интересные истории,
Ну, таких множество там. Почему нет? Я имею в виду, они пытаются там. Одной могут предлагать, второй, третий, там мужчины что-то, ну, легкие форматы какие-то. А вас видят женщина, которая может так обрубить, так на место это поставить, вот даже вот такого мужчину, четко. Тут защита от токсичного какого-то воздействия. Это, кстати, также защита от токсичного воздействия может быть считывается, как будто бы, если вам что-то не нужно, то фиг вас заставишь на самом деле. Вот. Нет и все. Так, а тут еще в конце такие странные какие-то карты. Фея, верность. Ну, тут больше даже как будто бы опять о вашей какой-то инаковости. У кого-то это может даже считываться, ну, как чуть-чуть не от мира сего, в хорошем смысле. Потому что фея это что-то нереальное, неземное, и тут карта верности. Это история о том, что вы умеете быть верной. Я имею в виду не обязательно во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Если вы, ну, скажем так, встречаете там добро, поддержку, то вы тут втройне этим всем отплатите, да, будете благодарны этому человеку, вы не откажетесь от него, если он попадет в тяжелую ситуацию. Вот это вас, это вот замечают, и это как-то, ну, вас выделяет даже, из многих выделяет. Что-то тут такое мне попало. Даже вот такой нюанс, да, если кто-то попадает в эту тяжелую ситуацию, то многие могут отворачиваться, а вы будете этому человеку верны, поддержите его, вы от него не отвернетесь. Ну, вот, мне так как-то сегодня подсветили. Такая девочка пришла. Ну, что-то еще. Слушайте, сильно какая-то картинка такая. Хочется как-то подпортить. Я даже не знаю. Вот это токсично еще чем. Тяжелая ноша. Искушение. Защита. Ну вот даже тут я тащила. Давайте так, конечно, дабы подпортить, чуть-чуть могу еще такой нюанс. Могут, кстати, вас видеть еще женщиной. С одной стороны, она, тут 100% вы отказываетесь от каких-то искушений, соблазнов, карта змея и защита. Опять защита, тут защита, тут защита. Умеете защищаться. Но еще такой нюанс, кто-то из вас может проигрываться, считываться женщинами, как женщина, которая могла бы жить намного легче и пользоваться своими ресурсами, в том числе тут и интеллект, и внешние данные, да, но вы можете тут тащить какую-то тяжелую ношу, и вы ее не бросаете, вы говорите, это моя ноша. А со стороны они могут смотреть на вас и думать, она, может, могла бы выбрать там более интересную работу, а соглашается на какие-то менее, какие-то такие, знаете, то ли менее интересные варианты. Это в качестве, там, уже не знаю, там может быть, я имею в виду бизнес, там, работа, реализация какая-то ваша. И то же самое может касаться, хотела сказать, пациентов. Блин, да что ж такое? Хотела сказать этих ваших, ну, мужчина, допустим, ваш, избранников ваших. Девочки смотрят, может быть, какие-то, это женские звезды, и говорят, она заслуживает лучшего намного партнера, чем, допустим, вот у нее есть сейчас, и она почему-то тянет эту тяжелую ношу. Ну, как-то так. Но оно же всегда так, да? Смотришь чужие отношения и думаешь, блин, да почему так? Вот если бы у меня была там ее внешность, ее интеллект, там ее там таланты, способности, да я бы лучше бы жила в 1000 раз, чем она, там, или это как-то применяла по-другому. Ну, вот тут что-то такое тоже могут про вас, кстати, говорить. Да. И в конце же не нужно же на таком каком-то не очень хорошем нам останавливаться. Давайте посмотрим сильная сторона вашего образа еще. Ну, вы, тут видите, женщина, которая тут и с крыльями вы, бог ты мой. Ну, давайте так. Свободолюбивая. Вполне возможно, женщина, которая
четко понимает свои какие-то тут моральные у вас установки есть. И не будете вы прогибаться особо, если вас тут будут пытаться вовлечь во что-то. Вы знаете, чего вы хотите. При этом добрая, щедрая очень. Вот щедрость души. Тут не зря женщина изображена, которая держит это блюдо. Это метафорические карты. И тут эти птицы прилетают, тут кормятся. Вокруг вас вот как будто бы жизнь просто кипит, бурлит. Ну, вы сама жизнь. Вы очень яркая, вы сами вот харизматичные. Тут к вам люди прям с удовольствием, может быть, приходят, общаются. Отчасти, может, даже подпитываются этой энергией. Но я не вижу, что тут ни одной карты такой не вышли, что вы тут прям из-за этого страдаете или там вы в какой-то жертвенной позиции. Нет, скорее всего, вы уже более-менее научились особо этих вампиренышей тут на место ставить, тут защищаться, или, по крайней мере, в процессе. Или оно считывается, да, такие, может быть, даже уже сами особо не подходят. Ну, как-то так, девочки. Вот такие сегодня у меня карты вышли на вас. И восприятие человека в группе формируется через сравнение, социальное какое-то ранжирование социальное. Люди автоматически оценивают друг друга по набору видимых каких-то признаков, формируя быстрые категории, типа свой-чужой. Ну, тут вы для многих не совсем своя. При том, что ваши какие-то положительные качества тут 100% видят, ценят, восхищаются. При этом по белой вороне, как будто бы и по звезде, ну, она не совсем как будто бы из нашей стаи, да, и из нашей, я уже не знаю. Ну, может быть, даже многие смотрят на вас и думают, боже мой, что она тут забыла вообще? Вот такое вот может быть. И там, ну, не знаю, какие-то категории еще. Конкурент, союзник. Вы понимаете, да? Ну, вас видят очень конкурентоспособной во всех смыслах. И эти оценки часто говорят не сколько о личности наблюдаемого, сколько о внутреннем состоянии и потребностях самого наблюдателя. И нам очень важно нам понимать, да, что мы не можем полностью это все контролировать. И вообще, зачем, да, понимать, как... Не, понимать-то нужно, но контролировать зачем, как тебя интерпретируют. Но вы можете влиять на то, какие сигналы вы транслируете в систему. И осознанное управление своим поведением и границами, которые у вас тут, судя по этому раскладу, выстроены, все у вас прекрасно. Так вот эти вот управление поведением и этими границами позволяет формировать более здоровое окружение и уменьшать количество каких-то непонятных, искаженных интерпретаций, и при этом не терять собственной вот этой аутентичности и внутренней устойчивости. Все, мои хорошие, такой сегодня был расклад. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч! И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.